Самураи. Темная сторона и неудобная правда. Японские самураи воспринимаются как некий аналог европейского рыцарства, только с восточным колоритом. Преданные кодексу, бесстрашные защитники господина, порядка и справедливости, воины высшей пробы. Во многом это миф, созданный и самими японцами, но больше современной культурой, которая приводит явление к клише, отторгая сложные и неоднозначные факты. И самураи были далеко не рыцарями, неоднозначным и определенно не самым положительным явлением. Самураи появились в результате реформ тайка, стартовавших в стране восходящего солнца в VII веке. Эти реформы можно назвать крупнейшими социально-политическими преобразованиями в истории древней Японии, которые проводились под руководством принца Накана Ои. После появления некоего класса профессиональных воинов, история самурайства могла и окончиться, но следующий толчок дал император Каму в начале IX века. Этот император обратился за помощью к существующим региональным кланам в войне против айнов, еще одного народа, который жил на островах японского архипелага. Айны и сами располагали подобными воинскими кастами, а кроме того, во многом влились в состав самураев. Война и истребление айнов длились почти 1000 лет, руками самих же айнов, применяя тезис «разделяй и властвуй». Воспитывая будущих самураев, им пытались привить безразличие к смерти, физической боли и страху, культ почтительности к старшим и верности своему господину. Характер развивали чтением истории о подвигах героев, прославивших себя самураев прошлого, просмотром соответствующих театральных постановок. Порой отец приказывал будущему воину для того, чтобы он стал смелее, отправиться в одиночку на кладбище или в другое нехорошее место. Практиковалось посещение подростками публичных казней, также их отправляли на осмотр тел и голов мертвых преступников. Причем юноша, будущий самурай, обязан был оставить специальный знак, который доказывал бы, что он не отлынивал, а реально был здесь. Согласно Бусидо, приказы своего господина, самурай был обязан выполнять беспрекословно. И даже если тот прикажет покончить с собой, либо пойти отрядом из 10 человек против 1000-ной армии, это должно было быть выполнено. Кстати, феодалы порой отдавали приказ самураю идти на верную гибель, на битву с превосходящим по численности противником, просто чтобы избавиться от него. Но не надо думать, что самураи никогда не переходили от господина к господину. Такое случалось нередко в ходе стычек между мелкими феодалами. К слову, само слово «бусидо» возникло в момент, когда самураями называли в основном бедных слуг воинов, а действительно тяжелую артиллерию, конных лучников, называли буси. И изначально самураи воевали отнюдь на катаной, а луком со стрелами. Уже в поздний период они превратились в пеших мечников. Мечи катаны в массе были весьма посредственными экземплярами, так как Япония не богата металлом, и появиться в ней школам высочайшей ковки было просто неоткуда. Кроме того, в стране не существовало школы боя на мечах, в отличие от лучников, что показывает, какой именно вид боя предпочитали самураи. Что же до качества, сложнейшие изыски японских кузнецов были призваны не создавать суперсабли для разрубания всего, а хоть как-то исправить беду с отвратительным качеством японского железа. И испанская сталь из Толедо стала главной целью торговли с Европой. Миф о верности самураев сложился тогда, когда как раз этим они похвастать не могли. В период Сэнгоку для самурая переход от одного даймё к другому было обычным делом, а правило служения одному господину до смерти было придумано уже в период Эдо, когда потребовалось обуздать самураев после периода междоусобных войн. Верность сделали моральным ориентиром, чтобы прекратить чехарду предательств. Подобно казакам в России, янычарам в Турции, самураи скоро стали привлекаться для эксплуатации населения, подавления восстаний и выполнять карательные функции. Способствовала этому и их элитаристская этика, не признававшая людьми никого, кроме равных по рангу. Процессия проходит через небольшую деревеньку. Все крестьяне высыпали из домов и в полном молчании стоят у обочины дороги, почтительно склонив головы.
Вдруг смятение. Девочка перебежала дорогу перед процессией и бросилась к матери. «Убить ее!» – раздается голос князя. Она нарушила закон. Ни слезы матери, ни просьбы крестьян не спасают ребенка. В феодальной Японии любой самурай имели право убить человека, если считали, что тот совершил поступок, оскорбительный для них. Что самурай мог счесть оскорблением? Прямой взгляд в глаза, неспешное выполнение его команды, одежду или имущество, равное таковому у самого самурая. При виде самурая человек иного статуса должен быть упасть на землю или сесть, опустив голову вниз и не поднимая глаза. Отклонение от этого поведения грозило яростью господина и применением клинка. Крестьяне становились заложниками произвола самураев и их междоусобных войн. Часто самураи, желая насолить врагу, делали налеты на его крестьян или сжигали их посевы, чтобы умирающие от голода простолюдины ослабили его бюджет. Крестьяне не имели никаких прав вообще. С 15 века им запрещено было иметь профессию, менять место жительства, обучаться, держать излишки скота и иметь оружие. Закон устанавливал размер подати в половину урожая. Помимо того, крестьянина обязывали нести барщину, трудовую повинность, ремонтировать жилище феодала, выполнять работы по строительству и ремонту дорог, ирригационных систем. В случае задержки уплаты подати крестьянина и его семью, включая и малолетних детей, подвергали тяжелым пыткам, сажали в тюрьмы, продавали в рабство. К приходу европейцев во многих японских тюрьмах была только одна санкция – казнь. Люди находились в них годами, а каждый день надсмотрщики выбирали несколько человек, чтобы убить. Некоторые кланы раз в год объявляли войну деревень. В этот день молодые самураи устраивали набеги на крестьян, если те не успели уйти в горы или нарочно оставили кого-то из родственников в селении. Так молодые самураи тренировали свои навыки. Однако, если самурай убивал простолюдина, он должен был найти свидетеля и доложить обо всем господину. Если доводы будут шаткими, господин может наказать самурая за порчу имущества, но на практике такое случалось редко. Кодекс Эдо очень широко трактовал оскорбления самураями, и право на убийство они применяли часто. В сентябре 1862 года 4 британских купцов, следуя на север верхом, через деревню Намамуги, столкнулись со свитой князя Симадзу Хисамицу. На отказ спешиться англичан атаковали, в результате чего один купец погиб, 2 других получили тяжелые ранения, а 4 сбежал. Отказ клана Сацума на требование компенсации привел к бомбардировке Кагасимы английским флотом в августе 1863 года, в результате которой город сгорел. Иногда самураи практиковали другие формы контроля над крестьянами. Появившегося в селе сильного мужчину они обязательно вызывали на поединок или убивали под каким-то предлогом. Крупные мужчины также считались опасными, поэтому в деревнях ставили мерные столбы. Люди, выросшие выше этих меток, становились первыми жертвами самураев. Еще более страшными были обычаи школы самураев, где юноши, завершившие обучение, принимали участие в последнем экзамене. Привязанного к столбу преступника они должны были разорвать толпой голыми руками. К XVIII веку клан Токугава подмял власть над самураями в стране и фактически запретил тем воевать, чтобы не скатиться снова в смуту. Самураи лишились кормления и набегов и были вынуждены либо служить за миску риса, либо искать иные занятия, презираемые ими ранее. Самураи служили чиновниками, подсчитывали урожай риса, спивались, тайком занимались коммерцией или вовсе оказывались ранинами. В этом качестве кто поумнее принимал активное участие в зарождении первых кланов якудза. Самураи никогда не были чем-то однородным, существовала сложная иерархия. Самураями считали себя представители элиты, могущественные князья-даймё. Самураями были вассалы сёгуна и влиятельных даймё. Самураями являлись и канины, рядовые воины, вынужденные порой служить буквально за еду. В поздний период
Благодаря заслугам предков, самураями считали себя и низовые чиновники, писатели, владельцы бизнеса. Звание самурай мог добыть в бою, если убивал противника выше своего статуса, и тогда ему даровали статус погибшего. Проходило это в форме подсчета отрубленных голов после каждого боя. Голову статусного врага самурай тщательно мыл и причесывал перед доставкой к господину. Множество самураев породило и множество ранинов. Ранины не имели практически никаких прав, не имели хозяина, который мог бы их прокормить. А части ранинов стало так много из-за банальной демобилизации. После завершения эпохи воюющих провинций многие князья сократили или распустили свои вооруженные отряды. От безысходности ранины часто шли в бандиты или наемные убийцы. Среди самураев процветал гомосексуализм. Как и в прочих сверхмаскулинных обществах, где превозносят силу, мужественность и ограничивают женщин, рано или поздно расцветает педерастия. Гомосексуализм никогда не считался грехом в японском обществе, и религией не ограничивался конкретными правовыми запретами. Японское общество не было христианским, поэтому японцев никогда не терзало и не терзает чувство греха. Буддийские монастыри были центрами гомосексуальной активности в Древней Японии. Довольно много монахов считало, что их обет целомудрия не применяется к отношениям с людьми одного пола. Легендарный основатель мужской любви в Японии Кабо Дайси принес из Китая вместе с учением Будды уроки мужской любви. Термин «сюдо» появился примерно в 1485 году, придя на смену использовавшемуся ранее слову «тюдо», описывающего любовные отношения между буддистскими бонзами и их послушниками. Практика сюдо пользовалась большим уважением и поощрялась, особенно у самурайского класса. Считалось, что сюдо благотворно действует на юношей, уча их достоинству, честности, чувству прекрасного. Сюдо противопоставлялось женской любви, которую обвиняли в размягчении мужчины. Много исторической и художественной литературы периода расцвета сюдо восхваляло красоту и бесстрашие мальчиков, следующих сюдо. Современный историк Дзюнити Ивата составил список из 500 произведений, относящихся к эротической педагогике. Фактически, это мало отличалось от эллинских и римских образцов, когда более старший мужчина совращал юношу, изменяя статусной семьи, и затем в течение нескольких лет находился с ним, передавая как знания, так и свой статус. Гомосексуальные отношения являлись лишь частью общего воспитания воина, наряду со стрельбой из лука, фехтованию на мечах и в случае с учениками самураев никогда не были самоцелью. В практике сюдо молодой партнер должен был не менее 5 лет испытывать более взрослого, и только убедившись в искренности его чувств, вступать с ним в сексуальную связь. Распространению сюдо способствовал идеал мужской внешности, восходящей аристократии Кугэ и далее к образцам китайского образованного сословия. Настоящий мужчина, в японском понимании, не брутальный мужик, а утонченный и высококультурный аристократ, по внешности которого не всегда понятно, какого он пола. Ямамото Цунетома в своей книге «Сокрытые» в листве писал: «Подросток без старшего любовника все равно, что женщина без мужа, мы отдаем свои чувства только одному человеку на всю жизнь. Молодой человек должен проверять старшего в течение, по крайней мере, 5 лет. Если за это время он ни разу не усомнился в его хороших намерениях, тогда он может ответить ему взаимностью». Подобная вольность нравов шокировала европейцев, также не чуждых такого рода вещам, но в куда меньшей степени. То, что в Европе порицалось и считалось преступным, в Японии было обыденными вещами. Многие молодые мужчины своей красотой и привлекательностью превосходят юных девушек, они изысканно одеваются, рисуют себе брови, пользуются румянами и пудрой. Они носят одежды, украшенные изысканными рисунками, и танцуют с веерами в руках. Эти прекрасные юноши подобны цветам. Правитель, знать, богатые торговцы все держат у себя таких молодых людей. Еще один миф о самураях, а именно о самоубийстве сеппуку,
известном у нас как харакири, также требует уточнений. Ритуал появился уже в поздний период, как реакция на такой процесс одного из именитых князей, что породило подражательство других кланов. Но в реальности ритуал был настолько болезненным, что совершался очень редко, а для проведения всегда присутствовал секундант, который просто отрубал голову хозяину после первых движений, чтобы тот излишне не мучился. Самураи были отнюдь не элитой общества. Слой переживал несколько волн, от малочисленных первых кланов до размножения их до такой степени, что стали составлять 20% населения. Затем эпоха междоусобиц, уменьшившая их ряды настолько, что в самураи стали принимать и простолюдинов за смелость и воинские таланты. Затем снова переизбыток, отчего слой самураев погряз в долгах и невостребованности. Их привлекали к тушению пожаров, подавлению крестьянских восстаний, бесцельным набегом на соседей, чтобы просто снизить их численность. Самураям было разрешено заниматься лишь войной и изучением поэзии. Все прочие занятия считались постыдными. Сформированный класс тунеядцев, таким образом, еще ярче высветился в войнах с европейцами, где самураи оказались несостоятельными. Принудительная европеизация Японии в конце XIX века шла наперекор положению самураев. Их верхушки раздали титулы и кормление, а вот основная масса была выброшена на улицу. Некоторая часть пыталась сопротивляться силой, считая, что император сошел с ума и надо спасать отечество, что приводило к их физической ликвидации, как показано в фильме «Последний самурай». Прочие смирились и стали осваивать мирные профессии. После реформ эпохи Мэйдзи многие самураи попали в полицию, поэтому японская полиция долго оставалась сословной организацией. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.